Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как установить систему видеодомофона своими руками в частном доме. У меня есть комплект фирмы Seven, состоящий из видеопанели и кнопки. Также здесь идет крепеж на стену для видеопанели и набор фишек и проводов для подключения разнообразного оборудования к видеопанели. На видеопанели есть сзади такая контактная группа, куда подключаются всевозможное оборудование. На задней стороне расположен динамик, который одновременно выполняет роль сигнала и позволяет разговаривать с абонентом, который пришел к вам. Что приятно, в комплекте есть карта памяти на 32 гигабайта фирмы Seven. Эта кнопка вызова имеет маркировку CP7505VHD. Эта кнопка состоит из козырька и самой кнопки. Она имеет черный цвет. Еще бывают серебристые кнопки, как на картинке. 4 вида. Есть вот такая металлическая панель. Эта угловая панель позволяет поставить кнопку под углом и тем самым лучше видеть человека, который пришел к вам. Есть также инструкция по эксплуатации этой панели. Распиновка всех проводов, куда что подключается. Минус этой панели в том, что она фиксируется всего лишь одним болтиком к своему козырьку. Этот болтик очень маленький, и в случае кражи человек может подойти, открутить его, хорошо дернуть эту панель и вынуть ее из своего разъема, оторвав этот провод, что нам не нужно. Для защиты этой панели от кражи я сделал специальную накладку защитную, антивандальную, и покажу ее в этом видео. Для монтажа этой панели и кнопки понадобится 4-жильный медный кабель. Я взял кабель на 6 жил, для того чтобы 2 были запасные, и в случае необходимости можно было перекинуть на другую жилу. Также понадобится гофра для улицы или для дома, в зависимости от того, где будет проходить провод. Я взял для улицы. Диаметр гофры 16 мм. Для крепления гофры я буду использовать такие пластмассовые зажимы, которые будут прикручиваться на металлическую часть моего автонавеса и на стены дома. Для начала я покажу, как эту видеосистему установить, а затем мы ее вместе с вами настроим. Согласно инструкции кнопки, ее необходимо устанавливать на стену на высоте 150-160 см при условии нахождения человека на расстоянии 50 см от стены. Но нельзя размещать ее напротив солнца, потому что человека не будет видно. Сначала необходимо установить на стену монтажную пластину, а уже после этого приступить к сверлению отверстия и проведению проводов. Теперь сверлим отверстие и прикручиваем крепежную панель для кнопки. Я использую оцинкованные шурупы для того, чтобы они не ржавели. Они самонарезные. Вот монтажная панель на своем месте. И можно приступить к монтажу кнопки в нее. Теперь необходимо в этом месте просверлить отверстие диаметром 8 мм. Теперь продеваем провод кнопки управления в дырочку и прикручиваем маленьким болтиком снизу панель управления к крепежной панели. Теперь надеваем на кнопку домофона нашу самодельную антивандальную панель и прикручиваем ее саморезами по металлу. Вот так выглядит кнопка домофона с антивандальной пластиной. Между центральной пластиной и динамиком есть зазор 3 мм, который позволит не уменьшить громкость звука. Доступ к нижнему болтику затруднен, и напрямую отверткой его не открутишь. А даже если открутишь, то выдернуть панель не получится. На следующем этапе необходимо с помощью таких крепежей закрепить гофру по металлоконструкциям и стенам, вплоть до панели
управления. Я буду использовать такие крепежи для гофры и оцинкованные самонарезные шурупы по металлу. Крепление гофры проводим на расстоянии 50 см друг от друга. Вот гофра закреплена до самого дома. По металлоконструкции провод на стену идет вниз. И там я уже сделал отверстие с помощью длинного сверла и перфоратора. Теперь возьмем наш кабель и пропустим его в гофру с помощью маленькой стальной проволоки, которая в нем уже есть. Возле края оплетки шилом прокалываем дырочку насквозь. И пропускаем сюда стальную проволочку гофры. Вот второй край вышел из гофры, и можно монтировать гофру с проводом. Согласно инструкции, нам на монитор нужно красный, белый, черный, желтый. Отбираем эти 4 провода, зачищаем и залуживаем их паяльником. Надеваем на провода кусочки термоусадки. Я предварительно одел термоусадку большого диаметра для того, чтобы потом заизолировать всю связку проводов. Теперь скручиваем провода согласно цветам и хорошо пропаиваем. Надеваем термоусадку на провода и хорошо ее прогреваем с помощью спичек или зажигалки. Теперь необходимо припаять контактную группу, которая имеет также 4 провода: красный, белый, желтый и черный. Очень важно не перепутать цвета, потому что может не работать панель. Вот провода спаяны. Наносим на них термоусадку. Для крепления панели есть такая рамка, которую необходимо прикрутить на стену. На задней панели все разъемы подписаны, есть специальная наклейка, поэтому подключаем левый разъем, который нужен для панели. Теперь вешаем панель на свой крепеж и проверяем работу. Здесь можно выбрать формат времени и все основные настройки. Язык сейчас выбран русский, формат, дата, выбираем время. Теперь нужно отформатировать карту. Нажимаем формат и выбираем «Да». Карта сформатирована. Теперь проверим, как работает домофон. Включаем камеру. Как видите, изображение отличное, проблем нет, картинка стабильная, яркая. Значит, мы домофон установили правильно. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как установить домашний домофон своими руками. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.